Я волнуюсь. We have Superman #1. Пропал немного, да, речи после того, как мне сказали, сколько стоит вот этот комик. Тут дырка какая-то, ну и посмотри, как бы, ну, на масштаб. Завязал? Да, завязал. Ну что, привет, наконец-то настал вот этот вот день, которого мы долго ждали. Нью-Йоркский комик-кон. Идем мы уже на подходе, еще, наверное, на минут 7 идти до самого центра, в котором все проходит. А тут уже капец, тут уже движение просто жесть. Посмотри, сколько там народу за мной идет. Спереди столько же. Вот. Но сегодня я не один. Сегодня я не один, сегодня ко мне присоединился Толик. Толик? Я пытаюсь понять, куда нам идти, привет. Что интересного у нас сегодня будет? А будет очень много всего интересного. Огромное количество актеров. Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд из Back to the Future, Назад в будущее. И, кстати говоря, видишь вот это вот, где мой меч? Вот он, мой торчит меч сзади из рюкзака. Это постер фильма Back to the Future 2, на котором они вдвоем изображены. И я сегодня, я не мог такое пропустить. Я сегодня получу автограф у Кристофера Ллойда. И, кстати говоря, мы сейчас прямо туда бежим. Это первое, что мы сегодня должны сделать. Я прям вообще просто... Вот. А помимо этого, Толик никогда не был на Комик-коне. Вот вообще прямо никогда. И мне интересно, мы такой маленький эксперимент проведем. Мне интересно, как он будет вообще на это реагировать, потому что он не был ни на Комик-коне, он как бы не является большим поклонником этой культуры, но при этом вот это движение атмосферы, которая там царит, она, конечно, вот умеет приманивать людей, поэтому мне интересно, как сегодня пройдет у него день. Вот, Толик, что ты по этому думаешь? Жду. Впечатлений. Очень много материала. Вообще, надо все это будет нормально профильтровать, посмотреть. Я думаю, не последний. Насколько я понимаю, Наверное, да. Я уже вовлечен в весь процесс, поэтому буду мелькать лицом. Все, идем внутрь и уже там включаемся в процесс. Вот только зашли на Комик-кон, понимаешь, и сразу же плюшки пошли. Сразу же пошли плюшки. Вот такой вот бейджик, который в Орландо продавали за $5. Здесь дали абсолютно бесплатно. Ну, приятно же, согласитесь. Ой, смотрите, какая классная атмосфера. Ребята делают бутерброды, чтобы тут все были сытые, не голодные. Все танцуют, пляшут. Вот. Классно же, классно. Ну что, мы зашли внутрь. Нормальная еда была. Ничего страшного. Мы зашли внутрь и идем записывать сейчас, вернее, получать автограф от, как же его зовут? От Кристофера Ллойда. Блин, я не могу, у меня просто глаза во все стороны разбегаются, не могу сосредоточить внимание, потому что очень не хочу пропустить его автограф-сессию. Так вот, что классного, кстати говоря, чем отличается этот Комик-кон от других, они сделали приложение, в котором есть все, есть карта мероприятия, есть список всех событий, которые будут проходить. Ты можешь все там звездочками пометить, что тебе нравится, что не нравится, на что бы ты хотел посмотреть. Тебе приходит уведомление незадолго до того, как начинается вот эта вот часть мероприятия. И даже показано, в каком холле, в каком зале все будет проходить. И, короче, прям организация, ну, топ. Исполняется мечта ребенка. Вот мы стоим в очереди, вот эта вся толпа. Она стоит в очереди, чтобы получить автограф у Кристофера Ллойда. Вот, поэтому мы тоже с Толиком стоим. Толик уже поник головой, он говорит, где все вот эти вот классные штуки, про которые ты мне рассказывал? Где вот эти все комиксы? Я хочу купить себе 16 комиксов. Вот, а мы стоим в очереди, понимаешь, и ждем очереди. Потерпи, Толик, потерпи, ты сейчас все увидишь. Я стараюсь, как могу. 20 minutes later. Стоим в очереди уже минут 20, наверное. Кристофер Ллойд задерживается, но мы же не можем выйти. Во-первых, мы уже в середине очереди, во-вторых, уже... надо ждать. Но самое смешное, что в 12 часов на большой сцене там будет мероприятие с Оскаром Айзеком. Ты можешь его помнить по фильму «Дюна», в «Звездных войнах» он играл, и
Последнее, что у него было, это этот лунный рыцарь. Вот. Но прикольно, что вот он вот там вот сейчас, видишь, вот там вот черная будка такая, и, короче, там сейчас с ним происходит фотосессия, и там как бы тоже очередь большая, поэтому я надеюсь, что раз уж Кристофер Ллойд опаздывает сюда, то и тот как бы опоздает на свое мероприятие, и мы везде успеем, потому что я хочу тебе вообще все показать, вообще все, что можно самое интересное здесь зацепить. Слушайте, ну на Комик-Коне в Орландо я же сказал, что гораздо прикольнее покупать фотоопцию, вернее опцию с автографом, потому что фото весьма такое себе посредственное. Ну и что ты думаешь? Смотри, вот я стою сейчас в очередь, и тут вот тебе, пожалуйста, ее зовут Эрика Дюрейн из сериала «Смолвиль». Я не знаю, если ты смотрел когда-нибудь этот сериал, то, возможно, ты ее видел, потому что я-то ее не очень узнаю. А мы поговорили с Толиком, оказывается, он смотрел «Смолвиль», и он-то может сказать, кто такая Эрика Дюрейн. Кто она, Толик? Расскажи. Это Лоис Лейн, это подружка Супермена. У нее было две подружки. Вот это вторая, которая играла репортера. Фига, что у него было две подружки? Но Супермен, у него может подружек много. Да, пока мы присматривались к Эрике Дюранс, вернее, очень красивая женщина, но вот рядом стоит Том Веллин, который играл Супермена в этом же сериале, пожалуйста, он в черной кепке рядышком стоит, раздает автографы. Да. За мужчиной в зеленой майке. Так, ребят, я вместо Эмили сейчас, потому что он не в теме, а мы смотрим этот сериал, к сожалению, сейчас. Это герой сериала Outlander, про будущее, прошлое, все дела. Вот два актера. Раз, два. Помаши ручкой. А? Помаши ручкой. Я волнуюсь. Помаши маме ручкой. Нормально. Thank you. Thank you very much. All right, have a great day. Okay. Смотри, это ли не крутяк? Это ли не крутяк? Поздравляю. Спасибо. Так, ну что, самое главное, то, что мы планировали, мы выполнили. Мы получили автограф Кристофера Ллойда. Вот он вот здесь запакован надежно. Надеюсь, никто у меня его не украдет, пока я тут тусуюсь. Вот, и все, теперь можно спокойно идти снимать все мероприятия, рассказывать Толику, показывать все. И мы направляемся сейчас к сцене. Там должен выступать Оскар Айзек. Пойдем посмотрим, что он скажет. Пойдем попробуем его здесь заснять, увидеть. Ну и вообще параллельно будем разглядывать все, что происходит. And he's still with us, and now it's translating into a piece of art. Yeah. How beautiful is that? Yeah. Isn't that beautiful, everybody? And he's a guy here. He lives out, like, you know, hunts for his own food. You know, he's very off-grid, and he's just like one of the most incredible, most creative people I've ever met in my life. And so the fact that we can finally find a thing to work on and to actually, you know, share with the world on a bigger stage than the West Palm Beach local band scene is the worst. Right? Ну, я не знаю, как вы, но, по-моему, я нашел свой любимый стиль комиксов. По-моему, все выглядит очень красиво. Ну, а это прям вот ретро-зона Тамагочи. Хотя кому ретро, а кому и не очень. Прям целый магазин. Смотри, есть какие-то коллекционные, всякие прикольные. Блин, не взять ли себе Тамагочи? Вот они на любую тематику есть. Звездные войны, Toy Story, Tiny Fan. И вот тут они всякие тоже есть. Какие-то проданные уже. Блин, в принципе, $20 стоит. Ну да, так и недорого. Вот еще одна зона, которую я не видел никогда на других комиконах. И посмотри, это огромная игровая зона. Все сидят, рубятся. Блин, атмосфера, знаешь, как
Если ты такой же старый пердунчик, как и я, то вот в годах, наверное, в начале 2000-х были компьютерные клубы, где все собирались, рубились по сети, гоняли в контру, гоняли в Вовку гоняли. Прям кайф. Да, прикольное местечко такое нашел. Продают полное обмундирование. Вот смотри, кстати, можешь посмотреть все цены, сколько стоит косплеевское снаряжение. Вот, тут есть маски штурмовиков всех этих, вон Кайла Рена. Блин, класс. Ну, это прям на таком профессиональном уровне ребята делают. Смотри, какой классный костюм. И вот все это можно купить. Тоже вот расценочки. Блин, в таком костюме можно вообще на свадьбу идти. We're trying to find the most expensive comic book ever. Like, That so is yeah, we need to quite a quest. travel from one place to another and ask everybody. So what you have? What comic books you have? Well, for the convention, we didn't necessarily bring our most expensive comics because for a lot of things, there is a time and a place, and not too many people come around with hundreds of thousands of dollars. Most of those deals really do happen in back rooms or in private in some way, but as an example, one of our more expensive books that we have on the wall, Journey into Mystery, first appearance of Thor, 5.0, approximately $20,000. It's pretty good. I think the most expensive sale that I've seen at Comic-Con, like for us specifically, was like, I think it was a first appearance of Robin, qualified, maybe 8.5. It was a high grade. It was around $35,000, but that was pre-COVID, so I don't even know what that book's at now. Okay, I just for an see you example. prepared a few more comic books, so can you tell us just a few Sure. words about them? So what do you have here? Sure, no problem. So this is a Fantastic Four, number 1. This is a 0.5, so this is essentially probably the lowest grade you can actually get before it gets into the damaged or just like incomplete category. It looks like it went through the war, so Right. Well, technically bullet speaking, holes in there. it was a little afterwards, but I think what happened was it was actually put in a binder to keep it together. That's Okay. what someone hole punched it, Okay. oddly enough, which is a very weird one. But this one, as an example, even in this condition, is $8,500. A lot of it is due to I'd say the hype of the movies that are coming out. The fact that we got Reed Richards in the last, well, not to spoil the movie for you, but in Multiverse of Madness, Reed Richards Yeah. makes an appearance. So obviously the Fantastic Four is not far behind. As an example, for a different comic, this is a Hulk 181 with the new news that Deadpool 3 is going to have Hugh Jackman back as Wolverine. These books are once again coming back into the market. Just to get you an accurate price on that one, we have a couple copies, but that one's at $6,500 in that condition. Okay. Something that I thought was cool and definitely is from the war, Oh, as you mentioned, is definitely a book that's an era of its time. it looks a bit different from the Yeah, classic comic book. from what you'd see, but it is very much in like the era of like the military propaganda for early comics, especially like Captain America punching a Nazi. You have legitimately, you know, the 3 leaders of I think it's the Axis powers just on the cover. And you can see like it literally denotes Hitler, Hirohito, and Mussolini are on the cover, which is a that's very, very interesting one. And then on the back, it tells you how to be a better soldier, which I thought was very, very cool. And then this one, just another one coming back into, you know, more modern time and people are more aware of it, is the first Marvel Family. So it's still an older book, 1945. This one I think is around $9,500 current market value. So is it when he was the Captain Marvel, or he's already became a Shazam? I think that's a good question. It's the same character, right? They just renamed it since it belongs to Right. DC. It depends on how far you go back into the. I'm not sure on the exact year of when they had the legal dispute between Captain Marvel and Captain Marvel Uh-huh. becoming Shazam, essentially. But for this one, I would assume already at that point, it's still, I would consider it Captain Marvel just for the title. Because being that it's considered the Marvel family, I would still assume that he had the Captain Marvel title at that point. Okay. He might have still said Shazam, but, you know, it was a little different. All right. Well, thank you very much, guys. Thanks. So we're trying to find the most expensive comic book all over the Comic Cons in the United You've States. come to the right place. My name All is right. Vincent Zorzolo. I'm the COO of ComicConnect.com, the premier online auction site for vintage comic books and collectibles. And I have some amazing comic books that are coming up for auction in the November-December event auction on ComicConnect.com. First up, the first appearance of Wonder Woman All-Star number 8. This comic book is estimated to sell for somewhere between $55,000 and $65,000. Wow. And if you're impressed with that, you're going to love this next book. This is the first copy
the first Marvel comic book ever made, Marvel Comics #1 from 1939. This comic book is estimated to sell for $350,000 to $400,000. And last but not least, That's a surprise, I believe. we have Superman #1. Oh, This wow. chronicles the first 4 stories from Action Comics for Superman. It is incredibly rare and tough to get in unrestored condition. This comic book we estimate to sell for somewhere between $500,000 and $600,000. Oh my god, I found the right place, you were right. Yeah. ComicConnect.com, check it out. Thank you. Ребят, у меня на самом деле пропал немного дар речи после того, как мне сказали, сколько стоит вот этот комикс первый про Супермена, первый выпуск, там еще каких-то бородатых 30-х годов, когда не было еще ни Марвела, ни DC, был просто Action Comics, это самые первые, кто появились. Но там по $200,000 за комикс, это капец. Толик, что ты вообще чувствуешь, когда тебе говорят, что комикс может стоить там $200,000? Да нормально, это раритетная вещь, это искусство. Искусство ценится, особенно редкое. По-моему, все логично. Как, Не знаю. как ты вообще себя здесь чувствуешь? Смотри, мы тут уже, наверное, часика 3-4 гуляем, да? Ты видел Кристофера Ллойда вместе со мной. Ты же тоже фанат этого фильма? Ну, в принципе, да, Да, я наверное. его раз 300 смотрел, конечно. Нет, это очень клево увидеть. Тут такой момент просто стирается, когда живешь в Нью-Йорке, ты часто видишь. Можешь на улице просто встретить знаменитость, можешь в баре встретить знаменитость. Я много кого встречал, с кем разговаривал, поэтому эффект Ты наверняка вау. Спайдермена встречал, он же из Нью-Йорка, да, тут как бы, Да. ну, иногда пролетает, спасал тебя вдруг пару раз. Было такое, нет? Да, и постоянно такое. Я летаю. Ну, Стирается вот это ощущение вау и трепет вот этот. Когда, ну не знаю, когда ты пилот вертолета, например, и прыгаешь с парашютом, у тебя нет бабочек в животе. Ты приземляешься такой. Ну, нет, очень классно. И я не знаю просто с чем сравнить, у меня не с чем сравнивать. Вот, есть прикол. И поэтому я не могу как-то нормально по-человечески выразить свои эмоции. Но это клево, видишь, невероятный просто. Костюмы, пулемет. Народ очень приветливый. Английский язык вылетает. Очень приветливые чуваки все с тобой хотят поболтать, повеселиться, потому что это в первую очередь веселье, я так думаю. Плюс деньги люди зарабатывают. Ну классно, нет, очень клево. Ну, а это уже, наверное, большая промо-акция к грядущему сериалу на Netflix по One Piece. Смотри, тут прям целая секция такая сделана, это корабль. Вот, тут секция, можно внутрь зайти походить. А что, почему бы нет? Давай зайдем и посмотрим, что там есть. Так. Я прям даже камеру выключать не буду. Смотри, тут такая зона. Ну, естественно, показывают One Piece, это очевидно. Вот, и... Прикольно вообще выглядит, смотри. Ой, тамагочи по One Piece. Тут прикольная такая зона One Piece Odyssey, который выходит 13 января 2023. Но я только начал смотреть One Piece, поэтому не особо в нем шарю. Еще напишите, что это играет, или это сериал какой-то, или это полнометражный фильм. Короче, в комментариях напишите, чтобы все разобрались. А мы пока пойдем посмотрим, что у нас тут еще есть. Ай, ладно, можно не писать в комментариях, я и так сам разобрался уже. Это игра. И тут даже с обратной стороны, оказывается, можно обойти и посмотреть. Тут вот есть тест-драйв. Можно побегать, все поиграть на 4-й плойке, походу. Да, на 4-й плойке все. Ну, конечно, где-нибудь до 5-й. Так, прикольно, люди стоят, играют, развлекаются. Слушайте, ну One Piece просто в нереальном ударе на сегодняшнем Комик-Коне. Очень много с ним отдельных стендов. Ну и посмотри, как бы, ну, на масштаб. Вот по сравнению с людьми, вот какая огромная фигура, просто сумасшедшая. И там отдельная зона какая-то TO Animation есть. Да, они прям сильно вложились, чтобы, конечно, пропиарить One Piece сегодня. Отдельная огромная секция по Dragon Ball. Продаются вот такие фигурки. Блин, довольно-таки дорогие, $65 вот за такую фигурку. Да, плотный ценчик. Так, ну-ка здесь посмотрим. Вот, и здесь еще вся зона сделана очень прикольно. Прям с экранами, с меняющимся, с огромными фигурами. Вот чувак стоит примерно по размеру, можете понять, какого он размера.
И, ну, естественно, с огромным драконом над этой зоной. Забавная тоже история. Bandai Namco выпустила свою коллекцию вот таких вот блоков, ну, типа Лего. Вот они тут всякие маленькие. Они совсем крошечные. И вот здесь вот можно прям взять вот так вот, поиграть с ними, набрать себе все, что хочешь. Видишь, они такие крохотные прям совсем. Ой, ну это One Love, конечно, вообще. Я первый раз вижу, кстати говоря, чтобы они так близко выставили DeLorean, так близко к людям, вон там уже завалили какой-то херней в машине. Ну вон, смотри, вот этот датчик видно, чтобы все даты выставить. Блин, прикольно. Прям настоящая грустная машина. Прям DeLorean, крутяк. Ну что, Толик, пожалуй, на сегодня все. Ну, достаточно, ну, Сколько? да. Мы пришли в 10, сейчас у нас время 5:30 вечера. Вот все это время, практически там 7,5 часов, да, мы протусовали здесь, снимали все это, болтали. Ну, короче, все, надо выдвигаться домой, монтировать все. Расскажи ты, какие у тебя впечатления от первого Комик-Кона? Ну, я не знаю, класс. В твоей жизни. Бой еще Комик-Кон зови. Мне понравилось, прикольно. Тут такая атмосфера какого-то такого, не знаю, как сладко подобрать, господи. Я забыл, что это сказать. Короче, мне очень все понравилось. Очень все понравилось. Замечательно. Буду рекомендовать друзьям на посещение. Классно, видите, человек просто под впечатлением. Мы потом, может быть, с тобой небольшое интервью уже дома подснимем, когда он немного отойдет, придет в себя, и вот можно будет... Да, поговорить очень много спокойно. мыслей, все в куче. Очень много эмоций, да. Вот, ну, наверное, все-таки один из лучших комиконов, которые я видел. Да, пожалуй, это, ну, прям очень крутой уровень. Наверное, остается только уже увидеть комикон в Сан-Диего. И это будет топчик. Ну, собственно, наш канал к этому идет. Я думаю, в следующем году мы уже попадем на Сан-Диего, и там будет уже полный взрыв вообще. Все, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, и увидимся с тобой в следующем видео, а их будет много. Пока-пока.